Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. У вас есть объяснение тому, что они тут целуют камеру в одно и то же место? Я считаю, что это тоже косвенный поцелуй, как был с наградами и платком. Поцелуй в щеку. Тэхён всегда поздравляет Чонгука, обнимая и целуя его, как своего малыша. Чонгук закрыл глаза с легкой улыбкой на губах, в то время как Тэхён обнимал его так крепко, как коала, и целовал его в щеки в эйфории Чонгука. Девятое место. Один из самых важных моментов Тэйкук. Что касается языка тела, он ясно передает статус их отношений. Шея является точкой возбуждения и считается высокой эрогенной зоной. Поцелуй в затылок – это акт близости, который часто разделяют только пары. Восьмое место. Совпадение или нет? Клод Роуди выложил к себе в Инстаграм еще одну фотку с Тэйкук, а также выложил ее же в сторис и репостнул видео от Тэйкук аккаунта. Очень интересно. Обложка плейлиста, который Чонгук выложил на Вево Слив, и маникюр Тэхёна, такой же. Эти случайные совпадения. Это разница. Помните, как Чонгук вышел в эфир рано утром по Корее, сказал, что не спал всю ночь и очень устал? А несколькими часами позже мы узнали причину его недосыпа. Инкигая 40 минут назад выложили фанком с Чонгуком под названием Sky «Небо». Тэхён примерно в это же время пишет «Какое красивое небо». Он знал, что они такой фанком выложат.
7 место. Это его мальчик, хочет и трогает. Шестое место. Поведение пары. Визуализация, остальные участники и любимый Чангук. Никогда не перестанет быть смешным то, как участники попросили Чангука убрать Тэхёна. Он просто взял и унес его, умоляю. Пятое место. Тэйкук и их способы объятий. Четвертое место. Забота. Тэхён всегда рядом, чтобы поддержать Чангука. Третье место. Новости Чангука и Тэхёна. Завтрак Тэхёна. Хот-дог с курицей и овощами, овощной салат, овсяные хлопья, молоко. Завтрак Чангука. Рис, суп с пельменями, жареные сосиски с брокколи, яичница-болтунья, кимчи из пекинской капусты, фруктовое желе. Обед Тэхёна. Рис, густой суп из мяса, овощей, соевой пасты, соуса твинджан, ассорти мясных котлет в панировке, яичница с ветчиной, кимчи из зеленого лука, клубника, молоко. Обед Чангука. Рис, лапша, курица в кляре, маринованный рис, кимчи из пекинской капусты, хот-дог, кола. Ужин Тэхёна. Рис, суп из говяжьих ребер с овощами, жареные анчоусы с перцем кванга, куриная грудка, тушеная со сладким картофелем, кимчи из редьки. Ужин Чангука. Рис, суп из говяжьей кости, бульгоги из свинины, блинчики из лука-порей, кимчи из капусты, кола. 1 марта Ким Тэхён и Чон Чангук будут повышены в звании до рядовых 1 класса. Я невероятно горжусь ими и надеюсь, что они вернутся домой в целости и сохранности. Семинвест в Инстаграм. Вот и все. Его инициалы – Джей. Вы, должно быть, нетерпеливы из-за лучшего друга Тэхёна, который только что стал частью Семинвест. Да и нам тоже не терпится его представить. Попробуйте в ответе угадать, кто лучший друг Ви по букве Джей. Хоть это и не Чангук, но согласитесь, что было бы круто. Ну ничего, когда-нибудь кто-нибудь до этого додумается, а пока что живем как было. Новые фото с Тэхёном от Compose Coffee.
Standing Next to You набрала 40 миллионов прослушиваний на Melon. Japan Official Fan Club магазин. Рука Тэхёна. Глаз Будды, он благословлен и защищен своими предками. Он может ясно помнить то, что произошло давным-давно. Также есть вероятность, что вещи, о которых он мечтал или о которых думал, могут сбыться. Двойные линии головы, он будет активен в различных областях. Глядя на то, как идет линия, видно, что его харизма постепенно растет. Сообразительность. Самая большая особенность в том, что у него есть две линии мудрости, его мысли и действия имеют тенденцию меняться крайне внезапно. Так что иногда люди вокруг него даже не знают, о чем он думает. Но это потому, что у него быстрый ум, поэтому, когда люди говорят, что его личность странная, он, вероятно, даже не знает, почему. На его правой руке узор счастливый «М», на его ладони очень четкий, что означает, что его нынешняя работа – это его призвание. Кроме того, у него на большом пальце есть загадочная фаза ока Будды, а с линией харизмы он добьется большего успеха в будущем. Рука Чангука. Единственная поперечная ладонная складка. Линия, которая завоюет мир, она есть на обеих ладонях Чангука, что очень редко. Художественная линия, он полон художественной чувствительности. Его очень любят за его чистую и невинную харизму. У него есть единственная поперечная ладонная складка, известная как линия, которая завоюет мир. Очень редко можно увидеть, чтобы она была на обеих ладонях. Если Чангуку что-то нравится, он будет делать это до тех пор, пока не будет удовлетворен, поэтому он будет неуклонно продолжать это делать. В глубине души у него есть сторона чистого мальчика. Иногда он демонстрировал свою невинность, очарование, на которое попадались и мужчины, и женщины. Он покорит сердца многих людей и будет любим многими людьми. Поскольку у Чангука есть артистическая линия, мы с нетерпением ждем, какое выступление он покажет нам в будущем. Seven, чистая версия, получила платиновый статус Rai в Японии за 100 миллионов прослушиваний. Это первая песня Чангука как солиста, добившаяся этого. Euphoria также получила платиновый статус Rai в Японии за 100 миллионов прослушиваний. Это 14-я песня BTS, добившаяся этого. Только посмотрите на эту диаграмму K-pop песни в Billboard Global 200 2023. С июля прошлого года, как только Чангук выпустил Seven, а следом и другие синглы, включая Golden, он ни разу не сходил с главных строчек чартов ВВ. Это сумасшествие то, что он делает. Universal Music Group назвала Чангука одним из топ-селлеров альбома за последний квартал 2023 года. Universal Music Group называет альбомы Taylor Swift, Rolling Stones, Drake, Чангука и Stray Kids лидерами продаж за последний квартал. Реклама Calvin Klein от Чангука в торговом центре Андерс, Мексика. Реакция девушек отражает наше с вами состояние. 0% осуждения, 100% понимания. Forbes еще раз похвалил Чангука за его удивительное присутствие и популярность его музыки в американских чартах. Вся статья настолько хороша, что прочитать нужно всем. Чангук был назван самым большим кей-поп-музыкантом в Америке.
В первом списке Billboard K-Pop Artist 100 Чангук занимает первое место. Он сделал легкий выбор, поскольку в прошлом году он был, несомненно, самым успешным южнокорейским музыкантом в США. В период с января по декабрь 2023 года, время, рассматриваемое для составления списка, ни один южнокорейский артист не занимал лучших позиций в чартах Billboard в Америке, чем Чангук. Звезда BTS дебютировал со своим первым сольным альбомом Golden, заняв второе место в Billboard 200. Он был одним из нескольких участников бойс-бенда, занявших второе место, и теперь он делит первое место в рейтинге самых быстро растущих солистов из азиатской страны. Поздравительный экран с Тэхёном от Апик за победу в голосовании «Лучший визуальный кумир» в Lot World Mall. Рассказ от девушки, как она познакомилась с Тэхёном и Compose Coffee. Впервые я узнала о Compose Coffee через Тэхёна. Несмотря на то, что Compose Cafe находилась рядом с моей компанией, я об этом не знала. Но на этот раз Тэхён стал его рекламной моделью, так что я узнала его и стала часто туда ходить. На самом деле, чем я горжусь, так это тем, что всякий раз, когда я ездила в командировки за границу, иностранцы спрашивали меня: «Корея, BTS». Я слышала это 1000 раз и слышала в своем сердце, как сильно иностранцы любят Тэхёна. Благодаря этому я узнала Тэхёна, и он начал мне нравиться. Я вижу, что владелец кафе Compose сейчас улыбается. Она и я оба очень весело проводим время благодаря Тэхёну. Маленький Чангук держит сертификат о своем втором месте на соревнованиях по гандболу в начальной школе. Второе место. Это так интимно. Чувство, что Чангуку тяжело, а Тэхён, как всегда, в своей манере берет и добивает. Но в итоге страдают оба, и штаны становятся лишним раздражающим элементом одежды. Как все и все вокруг, собственно. Кто еще не замечал, что Чангук держит двумя руками за руки Тэхёна, когда он мял его щечки? Тэхён каждый раз дает нам понять, как сильно он любит Чангука. Он демонстрирует это своими действиями и тем, как их руки постоянно соприкасаются с друг другом непроизвольно, когда у них есть хоть малейшая возможность. Как будто они не могут избежать трений и других демонстраций, которые вызывают у нас эмоции даже при малейшем шансе. Их язык тела, тонкие прикосновения или даже самый малейший контакт между ними только дает понять, что это тот способ, которым Тэхён дает нам понять, насколько это здорово. Его любовь к Чангуку и то, насколько Чангук проявляет любовь к Тэхёну, никогда не изменится. Чангук никогда не держит в себе то, что хочет сказать, и при каждом удобном случае делает комплименты Тэхёну, прекрасно зная, что Тэхён ответит на них с застенчивой улыбкой. Вам нужно больше просматривать моменты с ними, тогда вы поймете, насколько сильно они любят и дорожат друг другом. Первое место. Чангук хотел снова ощутить аромат тела Тэхёна. Косвенный поцелуй.
Их зрительный контакт, а потом этот воздушный поцелуй. Он надеялся на поцелуй. Сколько же в их коллекциях вот такие забавные фото, сделанные друг другом. Тэйкук носит юбки и одежду без гендера. Чонгук как-то сказал в интервью: «Отличный стиль – это носить все, что вам нравится, независимо от пола». Чонгук – самый ярый сторонник бесполых стилей и одежды, поскольку он часто носит их, а также продвигает небольшие бренды, которые продают такую одежду. Он говорит нам в нескольких словах, что гетеронормативные гендерные роли и стереотипы – это не его. Тэхён знает, что делает, всегда знал, и теперь, я надеюсь, мы увидим свет, кто знает. Может быть, это просто совпадение и ничего не значит, но сейчас я хочу надеяться. Свобода за вами. Рассмотрим действие магнетизма на примере этих мужей. Притягиваются друг к другу всегда и везде. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.